Okay. Хорошо. Yes. Да. Микрофон. Микрофон. Вот судя по вот этой модели, которая сейчас на слайде, If we look at the model that is at the presentation right now, в моделировании мы почти все время занимаемся будущим. in this modeling, we are most of the time working with future. То есть результат We и are последствия результата. Working with the result and the effect of the result. А как мы исследуем участок между настоящим и результатом? And how do we explore the part of the way between the present and the result, the outcome? How do we explore the part of the way between the present and the outcome? Well, that's what we're going to be moving into now. И это то, к чему мы будем переходить сейчас. In that what we're going to start with То, с чего мы начнем, is you've developed the skills, you have all of the basics for beginning to work with your own personal development topics. До этого момента мы с вами работали над какими-то конкретными навыками. Друзья, перестаем разговаривать, не слышно ничего. До этого момента мы работали над развитием конкретных навыков, которые вам понадобятся теперь в настоящей работе со своими запросами. And so that's where we're going to begin this afternoon, and this will carry through over tomorrow as well. И мы начнем работать с этим процессом сегодня, прямо сейчас, и продолжим еще завтра. Can I ask you a question? И могу ли я задать вам вопрос? Или... Are you working from a model about something that happens between there? Like maybe you think there needs to be a plan to go from here to the future? Вы сами в своей работе работаете с моделью, в которой обязательно должны быть шаги между настоящим и желаемым результатом, что-то должно произойти, например, план. Ну, бывает, конечно, всякое, но в основном, да, в частности, один из вопросов, который может интересовать, это что мне делать сейчас для того, чтобы прийти к желаемому результату. Cases can be different, but sometimes there are instances when the client is interested in what should I do, what actions should I take to be able to come to the desired outcome. So that is their desired outcome then. И тогда их желаемый результат — это и есть понять эти шаги. To know what actions to take. Понял, да. I understood, thank you. Good. Понятно. And if they don't need to know, А если клиенту не нужно знать шагов, then we don't need to go there. тогда нам не нужно туда идти. So we wait to be guided by the client. То есть в нашей работе мы всегда ждем, чтобы нас вел клиент. So we're going to begin. This is the symbolic modeling structure. Итак, мы начинаем, и вы перед собой видите структуру символического моделирования. And we're going to begin this afternoon with numbers 1 to 3. И вторую половину дня мы начнем с работы с этапами 2 и 3. So what you'll be doing is dividing up into threes. Что вам надо будет сделать? Поделиться на тройки. And you will stay in this same three this afternoon and tomorrow. И в этих тройках вы будете работать сегодняшнюю половину дня, оставшуюся, и завтра. And all you're going to do to begin with is to start with and where would you like to be? Значит, и что вам надо будет сделать? Вам надо будет начать с вопроса, где бы ты хотел находиться. So the two facilitators will ask the client, where would you like to be? То есть два фасилитатора спросят клиента, где бы он хотел находиться. The way to do this is to stand aside. Как мы можем это сделать? Если мы станем в стороне. If you're sitting there and say, and where would you like to be? Если вы будете сидеть на стуле и спросите клиента, где бы ты хотел находиться.
then you're taking up part of the space. то вы уже занимаете определенное пространство. So you may have noticed in the demonstration that Irena and James and I all stood to the side. Поэтому, возможно, вы заметили в демонстрации, что Пенни, Джеймс и я, мы все стояли по бокам от сцены, So that the client could organize this in whatever way was right for them, давая клиенту возможность организовать пространство так, как он это хочет. rather than standing in the middle and say, where would you like to be? We're Вместо trying to того, leave some чтобы space. стоять посередине и задавать этот вопрос. And once they're settled, you can say, where would you like us to be, or where would you like me to be? Того, как клиент располагается, как ему удобно, мы задаем ему вопрос, где бы ты хотел, чтобы я располагался, где бы ты хотел, чтобы мы располагались. Okay, and the Хорошо. client may move that around a little bit, maybe not. Клиент может нас чуть-чуть подвигать, а может быть и не будет двигать. And then we start, so that's stage one, that's a phase one. Это наш первый этап, настройка. And then we start with, and what would you like to have happen? One of the two will be a facilitator. И затем мы задаем вопрос, что бы ты хотел, чтобы произошло. Один из вас будет фасилитатором. And what would you like to have happen? И вы будете спрашивать, что бы ты хотел, чтобы произошло. And we're going to ask, the client will answer, Ваш клиент ответит. and then there'll be a pause После этого будет пауза, to give the facilitator and the observer в течение которой фасилитатор и наблюдатель time to write down what they said. смогут записать то, что сказал клиент. Write down what they said, and then to consider problem, remedy, or outcome. То есть вы сможете записать. Okay, so that gives you Wait. that Вы gives you сможете, time. Penny. Sorry, I'm Вы sorry. сможете записать и потом обсудить, что это было, проблема, решение или результат. То есть возьмите паузу, запишите и обсудите. Thank you. Sorry, and that gives you time to consider and to discuss. There's that page. And then there is on page 33 of your manual. И если вы откроете раздатку на странице 33, You'll find the three columns в ней, на этой странице вы найдете 3 колонки. that you can write down their answer. И в эти 3 колонки вы можете записывать ответы клиента. So I recommend the observer uses this Я to structure the answers. рекомендую, чтобы наблюдатель делал записи и записывал ответы в одну из этих колонок. And the coach is relating to the client. А Okay. коуч при этом поддерживает контакт с клиентом. And then, depending whether it's a desired outcome, a problem, or a remedy, you make the appropriate response. И затем, в зависимости от того, как вы решите, Yes. это была проблема, средство или желаемый результат, вы отвечаете клиенту. And so as a facilitator, what you want to do is to get a desired outcome statement from the client. И на этом этапе ваша задача как фасилитатора помочь клиенту сформулировать желаемый результат. But you're keeping track of all the remedies and all the problems that might have been stated. Но при этом вы отслеживаете, что отвечает клиент, есть ли в его ответе проблема или средство. И все это отмечаете. And when you get the desired outcome statement, И когда, наконец, клиент отвечает фразой, которая выражает желаемый результат, you use the 3 developing questions to begin developing that. вы используете 3 развивающих вопроса, чтобы начать развивать этот желаемый результат. So I want to be really clear. То есть я хочу убедиться, что вы все понимаете. The purpose of where we're starting is to get used to the setup, Наша задача на этом этапе, во-первых, привыкнуть к расположению, к настройке. to get used to listening for a problem, remedy, outcome, Вторая задача – привыкнуть к тому, чтобы выявлять в речи клиента проблему, средство или желаемый результат. to get familiar with how you respond to that, И привыкнуть отвечать на проблему, средство и желаемый результат. and to just begin developing a desired outcome. И также просто начать развивать желаемый результат. That's as far as we're going to go in this activity.
То есть в этом упражнении мы не ставим перед собой больших целей, кроме вот этих 3. And after we've finished with this, we will carry on. И после того, как мы пройдем эту фазу, мы с вами продолжим. Okay? Хорошо? Any questions on the process? Есть ли какие-то вопросы по этому процессу? One. Микрофон? Have we got a... Как распределяются роли между двумя фасилитаторами? Один наблюдатель, а другой ведет, или это они меняются между собой? What are the roles between the 2 persons? One is facilitator, the other one is an observer all the time, or do they switch places all the time? The facilitator will remain the facilitator. Значит, фасилитатор будет все время фасилитатором, The observer will keep track of the client's а наблюдатель будет statements. записывать то, что говорит клиент. And it might be, just to start out, be a good idea if the client could give information maybe 1 sentence at a time. Short answer. Short answers. И вот для начала, для практики, мы можем попросить вас, когда вы будете в качестве клиентов, давайте короткие ответы по одному предложению. So we just want you to get used to the rhythm of the start. То есть мы просто хотим, чтобы вы немного привыкли к ритму этой работы для начала. And I have 2 tips. И у меня еще 2 совета есть. The first one is for the observer filling out that sheet. Первый для наблюдателя, который будет записывать ответы. You are going to need it in the next exercise. Эти ответы вам в следующей части упражнения понадобятся. Okay, so you're really going to appreciate next time if you fill it out in this exercise. Поэтому, если вы действительно хорошо все запишете, вы потом это оцените. The second thing is, И второе, as you saw in the demonstration, как вы видели на демонстрации, that if you keep all of your extra little words and expressions and thoughts out of the process, если вы не включаете свои мысли, комментарии, слова-паразиты в этот процесс, если вы их держите в стороне, it simplifies it for the client. то это облегчает процесс для клиента. So when you're thinking, is this a problem, remedy or outcome? То есть, когда вы, например, думаете, это проблема, средство или желаемый результат, Do it internally, делайте это внутренне. okay? And the client will wait for you. Клиент вас подождет. If you're lost, then use your observer as a support. Если вы почувствуете, что вы запутались, то обратитесь к наблюдателю в качестве поддержки. But in this actual activity, we've restricted the number of questions you can ask. Но в этом конкретном упражнении мы ограничили количество вопросов, которые вам можно задать. Okay, you're either going to respond with the PRO, Вы либо среагируете при помощи модели PRO, or one of those developing questions. либо вы зададите один из этих развивающих вопросов. That's it. Все. Okay. Okay. So get into threes. Пожалуйста, объединитесь в тройки. 15 room minutes per per person. round. How many minutes? 15. 15 минут на каждого человека, на каждый раунд. Okay, so well done for beginning to work with a real topic. Хорошо, вы молодцы, вы начали работать уже с настоящими запросами, With a real person. с настоящим клиентом. So you're going to go back into those groups Вы вернетесь в свои тройки a little later this afternoon, чуть позднее сегодня, and you're going to carry on with the work you've done. и вы продолжите ту работу, которую сейчас начали. Okay. Хорошо? The landscapes that you are developing, Те ландшафты, которые вы развиваете, they can be much, much richer. они могут стать гораздо богаче.
we might easily spend 30-40 minutes helping a client to develop their outcome landscape. Мы с легкостью можем провести 30-40 минут, помогая клиенту развивать ландшафт своего желаемого результата. You saw in the demonstration how long we spent. И вы видели в нашей демонстрации, как много времени мы этому уделили. So 15 minutes, just beginning. Поэтому 15 минут – это просто начальный этап. So, is there anything that you need to know И есть ли что-то, что вы хотели бы знать, that will help you when you go back and carry on the exercise later? что поможет вам продолжить эту работу чуть позднее? There's a gentleman here. Здесь кто-то задает вопрос? Ну, вот когда я работал, то есть когда была работа со мной как с клиентом, то есть в итоге вышли на довольно обширное пространство моего желаемого результата, вот, то есть то, чего я хочу получить. Вот. Но поскольку в данном задании мы были ограничены этим набором вопросов, то есть хотелось, то есть я знаю, чего я хочу, но у меня еще есть какие-то внутренние причины, внутренние причины, которые мне мешают к этому прийти, чтобы это был устойчивый результат вот, навсегда и отложившийся в подсознании. Вот, да. When we were working and I was as a client, I managed to find quite a vast landscape of my desired outcome. But as we were limited by those number of questions, I, with my outcome, personally have some challenges that are in a way of me getting to that landscape and for that landscape to be consistent. То есть есть желаемый результат в будущем, но при этом хотелось бы вот избавиться от проблемы или от причин проблем, вот, чтобы они полностью исчезли и более в будущем не проявлялись, чтобы я постоянно оставался в желаемом результате, I have который the я desired описал. outcome, which is in the future, but at the same time there are some problems and challenges that can come up and that can get in the way of this desired outcome, and I would like to get rid of those problems so that the desired outcome would last consistently, that I would stay in it. Да, ну и поэтому мне, видимо, нужны дополнительные инструменты, вот, ну, возможно, как раз с помощью других вопросов, с которыми мы сейчас не работали, как проработать проблемы вот, оставшиеся, вот, чтобы желаемый результат был устойчивым состоянием, устойчивой картинкой, и то есть у меня был комплит. Вот.